Добро пожаловать на наш канал, и сегодня поговорим о плодах извращенной фантазии Уильяма Блейка. Уильям Блейк, годы жизни 1757-1827, английский художник и поэт эпохи романтизма, который, в отличие от многих других художников, писал не масштабные картины маслом, а акварели на бумаге, да и темы выбирал достаточно своеобразные, собственные видения, библейские и исторические сюжеты. Блейк все доводил до крайности, а его творчество далеко не всегда было понятно обычным зрителям и художественным критикам, потому они зачастую не воспринимали его всерьез, более того, считали безумцем. Но как могут человеку являться какие-то видения и зачем их рисовать? Художник должен писать картины понятные и не вызывающие отторжения, соответствующие всем законам красоты, а не своей фантазии. Взрослый человек занимается ерундой, наверняка лучше держаться от него и его творчества подальше. Но Блейк писал подобные картины не просто так. Он думал, что человеческая цивилизация катится в хаос, и все, что творилось в то время, глубоко запало в памяти впечатлительного молодого человека и отразилось на его восприятии мира и психики. Но при этом он был талантливым поэтом и художником, хотя именно написание акварелей и создание гравюр считал главным делом своей жизни. Оценить все величие его творчества можно лишь в ретроспективе. Тогда стоит попытаться разгадать скрытый смысл его работ, который зачастую был достаточно глубок на радость искусствоведам. О жизни и удивительных работах Уильяма Блейка, которые не находили понимания у современников, но были оценены по достоинству лишь позже, мы поговорим в этом видео. Отец Уильяма был владельцем галантерейной лавочки и воспитывал Уильяма и еще 5 своих детей в строгости, благопристойности и исключительно дома. Это очень нравилось Уильяму, поскольку можно было не ходить в школу. Впрочем, в то время далеко не все дети посещали учебные заведения. Самые бедные родители просто не могли себе этого позволить, а люди обеспеченные предпочитали для своих чад нанимать домашних учителей. Так-то отсутствие образования Блейку особенно не мешало. Все возможные видения у Блейка стали появляться очень рано, уже в 4 года. Он говорил о Боге, который заглянул к нему в окно, а немного повзрослев, упоминал дерево, на котором сидят ангелы, и гуляющего по полю пророка Иезекииля. Сам мальчик их воспринимал как само собой разумеющееся. Он охотно рассказывал о них взрослым, причем совершенно безучастным тоном, словно все это было в порядке вещей. Те думали, что подобные видения – обычные детские фантазии и не воспринимали их всерьез. Однако сам Блейк про них не забыл. По его мнению, каждый человек способен видеть потустороннее с детства, но с возрастом просто утрачивает эту способность. Однако, если ее планомерно развивать и тренировать, то можно любоваться подобными видениями всю жизнь. Уильям твердо решил стать художником. Достаточно необычное желание для сына лавочника. Отец не стал ему перечить, здраво рассудив, что юноша с такими фантазиями и воображениями – прямой путь к художнике. Пусть они и послужат во благо ему самому. Но плата за учебу оказалась очень велика, и отец Уильяма не смог ее потянуть. Наконец, нашелся гравер, который согласился учить Уильяма за более умеренные деньги. Но тут начудил уже сам Уильям. На собеседовании тот заявил отцу: «Мне не нравится его лицо. Похоже, его скоро казнят через повешение». Разумеется, после такой тирады об учебе не могло быть и речи. Но этого гравера все же действительно повесили, правда, через 11 лет. Но учитель для Уильяма все же нашелся. Это был Уильям Райланд. Человек ответственный и основательный, превосходный и уважаемый гравер. Уильям у него учился усердно и показывал немалые успехи. В итоге ему даже доверили делать гравюры для очень популярной книги в то время «Надгробные памятники Великобритании» Ричарда Гоффа. А это было явным признанием мастерства. В 1779 году Уильям стал уже самостоятельным гравером. Вот только пока он копировал работы других художников или известные памятники и картины, вопросов ни у кого не возникало. Но когда Уильям начал создавать собственные гравюры, то их стали называть плодом извращенной фантазии. Уж слишком необычные они были, не укладывались ни в какие рамки. Впрочем, он создал отличные иллюстрации к кентерберийским рассказам Чосера, что позволило ему поправить материальное положение и получить известность как незаурядного гравера. А спустя 2 года Уильям женился на Кэтрин Буше.
обычной деревенской девушке, которая целиком и полностью поддерживала своего мужа. У нее даже были такие же видения, как и у Уильяма. Так-то его странности Кэтрин не волновали. Напротив, она была уверена, что он непризнанный гений. Жизнь шла своим чередом, Уильям писал гравюры, его жена помогала их раскрашивать и продавать. Но вскоре от туберкулеза умер брат Уильяма Роберт. Уильям последние дни жизни Роберта просидел у постели больного, а потом всем говорил, что видел, как его душа, хлопая в ладоши от радости, наконец покинула измученное тело. Еще он утверждал, что брат передал ему новый особый метод печати, в результате которого он мог самостоятельно создавать книги. В 1803 году произошел еще один эпизод, который мог закончиться для Уильяма очень печально. Однажды в своем дворе он нашел пьяного Джона Шофельда. Разозлившись на столь вопиющее нарушение неприкосновенной частной собственности, Уильям вытолкнул пьяницу вон. Но тот не придумал ничего лучшего, как возвести поклеп на художника. Он якобы проклял самого короля Англии. Обвинение было крайне серьезным, но из-за недоказанности Уильяма оправдали, и он вышел из суда под восторженный рев толпы. Блейк представил несколько своих картин на суд зрителей. Хотел прославиться не только как гравер, но и как художник. Однако их увидел местный журналист Роберт Хант, которому не понравились ни сами картины, ни высказывания Блейка относительно Рубенса. Он написал об этом в местном еженедельнике, и о Блейке заговорили как о безобидном безумце. Заказы уменьшились, и художник едва сводил концы с концами. Но последние годы жизни Уильяма были вполне успешными. Он переехал в Лондон, и у него появились свои ученики и почитатели, которых уже не пугали необычные картины художника. Однако настоящее признание пришло уже после смерти. При его жизни его или не замечали, или критиковали. А после смерти появилось множество некрологов во всех газетах, а в последний путь вызвались проводить сотни людей. Его называли живописцем неведомого и стали считать важнейшим художником и поэтом в истории искусства Англии. Но самому Блейку до этого уже не было никакого дела. Как и Амадео Модильяне, он остался непризнанным гением, чей талант оценили лишь после смерти. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Лайк и комментарий – отличный способ поддержать канал и автора.